DeWalt и Milwaukee. Споры и конкуренция между этими двумя брендами не только не утихает, а становится еще острее. И тот, и другой бренд развивается очень активно. Новые модели выходят и у Milwaukee, и у DeWalt регулярно, но конкуренция существует не только в электроинструменте, а также и в ручном инструменте. И сегодня речь пойдет про рулетки. Я возьму по одной самой прочной рулетке от DeWalt. Это DeWalt серии TAF. И от Milwaukee. Это Milwaukee серия Stud. И сравню напрямую. И прежде всего по прочности. Потому что именно прочность в данном контексте является их основным параметром. Также рассмотрю некоторые вопросы удобства и эргономики. Ну что ж, друзья, у меня в руках две топовые рулетки от этих производителей, Milwaukee и DeWalt. Давайте по упаковке посмотрим, на что производители пытаются сделать акцент в своих продуктах. Рулетка Milwaukee. Акцент на серии, и это Stud. Далее производитель подчеркивает самое живучее полотно благодаря технологии EXA 360. Утверждается, что полотно выдержит 17 футов, то есть 5,1 метра провисания. Падение с высоты 24 метра на плотный грунт, ну и рулетка с магнитом, да. Теперь DeWalt, и это TAF серия. Производитель делает акцент на то, что у рулетки съемный магнит, это полезно, если вы работаете с металлом, выдерживает те же 5,1 метр провисания. Двухсторонняя, надо же, для DeWalt это преимущество. Милка, конечно, тоже двухсторонняя. Гарантия условно пожизненная, выдерживает падение с большей высоты, чем Milwaukee, под 30 метров. Теперь по эргономике. Обе рулетки на 7,5 метров, обе с широкой лентой, поэтому не маленькие. Я могу сказать, что Милка чувствуется в руке увереннее благодаря вот этому выступу, который позволяет регулировать безопасно сворачивание рулетки. В случае Милки хват получается какой-то более такой уверенный. Ну, наверное, это на любителя и привычка. В DeWalt материалы в целом кажутся более качественными. Здесь пластик вроде бы как попроще. Резина у DeWalt получше, но она пухлая и короткая. Тоже это вопрос привычки. Также можно придерживать ленту пальцем, но по пальцу может ударить, если у вас недостаточно опыта. Понятное дело, в Милке это удобнее. Что касается размеров, то Milwaukee выглядит крупнее. Давайте рассмотрим полотна лент поближе. Milwaukee полотно кажется мне более контрастным. DeWalt более желтый оттенок имеет, Milka более медовый. В целом можно сказать, что шкалы очень похожи, хотя у Milwaukee, мне кажется, пигмента больше. То есть просто более цветная шкала, более черный-черный и более яркий фоновый цвет. Я очень прям люблю стэнлевские крупные крюки на рулетках. А тут у DeWalt этот самый крюк маленький. И у Milwaukee он больше, что удивительно. У Milwaukee будет лучше зацеп. А если вы частенько работаете с металлом, то здесь однозначно нужно выбирать DeWalt. У него съемный магнит. Магнит будет вам мешать при работе с металлом. Надеть прям просто его не получилось, пришлось немножко вот так усилий приложить, но в итоге все норм. И Milwaukee, и DeWalt считаются дорогими рулетками, поэтому полотна у них качественные. Они достаточно гибкие, края не режутся. У DeWalt дополнительная бронь с внешней стороны, у Milwaukee с внутренней. Конечно, у DeWalt есть его фирменный люфт. Вот видите, кнопочка. У Milwaukee его делать так и не научились. Во, забыл у Милки клипсу прикрутить. Давайте прикрутим. Готово. У Milwaukee клипса кажется более жиденькой. У DeWalt она помягче, что ли. Не знаю, мне больше DeWalt-овская нравится. Посмотрим в тесте, как себя какая покажет. По весу Милка примерно грамм на 30 легче, чем DeWalt. Давайте проверим, как там с обещанным 5-метровым стояком у обеих рулеток. Первая Милка и обламывается примерно на 3 метрах 30 сантиметрах. Теперь DeWalt, и это 3,5 метра. Немного лучше. Конечно, можно достичь и 5 метров, но для этого нужно будет помучиться. В реальной жизни вы вряд ли будете прям запариваться насчет этих 5 метров. Базовый тест на прочность полотна, и обе рулетки здесь показывают себя достойно.
перейдем к тесту падения с высоты. 25 метров, конечно, в Штатах найти непросто. Америка, она одноэтажная, ну или максимум двухэтажная. Я залез на крышу своего дома, и здесь максимум, я не знаю, сколько будет, метров 5, может. Поэтому дроп-тест, наверное, нужно будет усложнить каким-то другим тестом. Но рулетки сбросить все равно нужно. Итак, поехали. В тесте было сказано о броске на плотный грунт. Я думаю, тот грунт можно считать плотным. Первым идет DeWalt. Затем идет Milka. Пошли посмотрим. Да, обе рули, конечно, целые. Что им вообще станет? Понятное дело, так просто для этих рулеток все не закончится. Попробуем следующий тест. Например, как будто бы на вашу рулетку наехал ваш напарник случайно. А потом еще раз, тоже ненарочно. Ну и еще разочек. И контрольный. На первый взгляд рулетки целые. Посмотрим повнимательнее. Да, задняя сторона немножко повреждена. У Милки полностью испортилась клипса, то есть она сейчас не будет прижимать ее там к поясу или куда вы ее вешаете. У DeWalt клипса осталась рабочей. Да, все нормально. Сами рулетки работают. Давайте попробуем тест пожестче и попытаемся выяснить предел прочности этих рулеток. Поехали. Да, примерно так я представляю себе тест на нормальный износ рулеток, попавших в руки к нашему человеку. Я мог бы любоваться этим долго, но смотрите, что произошло. Смотрите внимательно. Отмотайте, пересмотрите еще разок. Заметите или нет? Нет? Не заметили? Давайте с этого ракурса. Да, у DeWalt ломается полотно и клипса, которую я так хвалил. По итогу DeWalt уже не может выполнять свои функции, у него просто отвалилась часть полотна, а Milka все еще работает, и клипса у нее на месте. Вот найденное полотно от DeWalt. Вот так его порвало. Milka тоже получила, но она работает. Понятно, что DeWalt могло просто не повезти, неудачно упасть он мог или еще что-то такое, поэтому продолжим ездить. Привяжу рулетки за ушко корпуса. Сделал я еще круга 3, но так и не смог добиться того, чтобы полотно отвалилось и у Milky. Milka испытание выдержала. Вот вы можете видеть, во что превратились рулетки после этого испытания. Подчеркиваю, Milka после всего этого работает. Да, друзья, скажу откровенно, я этого не ожидал. Тактильно DeWalt казался ощутимо прочнее, чем Milka, но на деле оказалось, видите, совсем по-другому. Хоть пластик Milky и чувствуется как более хрупкий, но на деле это не так. Как видите, повреждения у обоих рулеток сопоставимы, и Milka не развалилась. Она продолжает работать. То есть она все еще работающая рулетка. Ее полотно также раскрывалось при моем испытании. И да, оно выглядит изношенным, как видите. Немножко расслоилось. Повреждения видны. Однако оно целое. У DeWalt же полотно обломалось в самом начале испытания. И вот мы можем судить о прочности этого полотна. Сейчас уже не жалко и... Но нет, прочнее, чем у обычных моделей от Stanley, скажем. Там оно просто ломается. Нет, полотно неплохое, но у Milky полотно оказалось
лучше. Что бы хотелось сказать в качестве итога? Собственные убеждения иногда следует проверять. Я был уверен, что DeWalt TAF будет прочнее, чем Milwaukee Start. На деле оказалось это не так. Конечно, Milwaukee Start следует сравнить и с топовыми моделями от Stanley, но если мы будем сравнивать с DeWalt, то я повторюсь, Milwaukee. Devils hide behind redemption. Honesty is the one way gate to hell.